Безусловно, средства массовой информации, особенно средства массовой информации, которые являются транснациональными, крупные компании, они, безусловно, производят несколько эскалацию ситуации в Сирии, поскольку по этому поводу есть заказ. Но вместе с тем, я думаю, что не повторится ситуация с Ливией, ливийского сценария в Сирии, надеюсь, но есть основания на это надеяться, поскольку мы и с Министерством иностранных дел, и с другими нашими структурами, нашими партнерами в других странах это обсуждаем. Позиция России здесь, слава Богу, мы не в одиночестве. Есть серьезные члены Совета Безопасности, которые придерживаются таких же взглядов, скажем, Китай. И я не думаю, что наша позиция позволит в одностороннем порядке применить силу в Сирии с внешними какими-либо нерегиональными державами. А если этого не произойдет, то ситуация не будет развиваться по катастрофическому сценарию в ближайшем обозримом будущем, по крайней мере. Нельзя загадывать, что будет через 5 лет, нельзя загадывать, что будет дальше, но, по крайней мере, действительно, власти Сирийской Арабской Республики могут держать ситуацию достаточно долго. Хотя она, безусловно, должна развиваться, находить продолжение. Все граждане России, которые находятся в Сирии, и все соотечественники, кто подходит под закон по соотечественников, вне зависимости от этнической принадлежности или конфессиональной принадлежности, для Российской Федерации являются равными соотечественниками или гражданами. И Российская Федерация не будет в данном случае, я думаю, делить по этническому или конфессиональному признаку, будет оказывать содействие в соответствии с законом. То есть любой гражданин Российской Федерации имеет право вернуться на свою родину в любой момент, как он хочет. И наша страна должна для этого сделать все, чтобы обеспечить это технически просто-напросто, потому что 100 тысяч человек это громадное количество людей, которые в одночасье самолетами не вывезешь. Второй момент. И что для этого нужно, мне кажется, об этом нужно поговорить. Что нужно для этого сделать? Нужно, чтобы была готовность наших загранучреждений. И, может быть, в связи с этим рекомендовать МИДу усилить корпус дипломатов, которые там находятся, консульские службы, потому что того количества дипломатов, которые там есть, просто физически не хватит, в случае чего готовить какие-либо документы. Я думаю, что это не очень большой расход для Российской Федерации увеличить количество дипломатических работников в Сирии в данный момент. Второе. Нужно готовиться нашим федеральным органам власти, в том числе Федеральной миграционной службе. Я думаю, что здесь как раз вот Совет Федерации, Государственная Дума и ваши выводы, я думаю, что там каким-то образом направлены на взаимодействие именно Федеральной миграционной службой, потому что от них очень много, от четкости их деятельности много что может зависеть. Я думаю, что Российская Федерация в целом, конечно, заинтересована, в том числе в связи с демографической ситуацией, которая у нас существует, которая является непростой, и у нас все-таки убыток населения происходит в стране в целом, несмотря на то, что тенденция изменилась, но все равно без притока наших соотечественников, сложно будет говорить о дальнейших каких-то модернизационных процессах, которые намечены в стране, освоении территорий других, восточных в основном территорий. И надо сказать, что здесь можно воспользоваться опытом Федеративной Республики Германии, которая уже в течение более 20 лет занимается переселением своих соотечественников на территорию Германии. И переселила уже около 6 миллионов человек. Нужно, наверное, поставить вопрос не о переселении, а о поддержке переселения. Потому что, скажем, власти Федеративной Республики Германии занимаются именно поддержкой и переселением. То есть заботясь о соотечественниках за рубежом, создавая им там более-менее комфортные условия, с перспективой, если они хотят, дальнейшего переезда. С одной стороны, получается, что соотечественники ощущают заботу со стороны своей исторической родины. И это важно, в том числе в политическом смысле, о котором мы здесь уже говорили. С другой стороны, это политика искусства возможного. То есть, если вдруг снимется большое количество людей и захочет приехать, это будет сложно и этим людям, и тем людям, которые их принимают. Поэтому некую такую дорожную карту, в котором было бы понятно, какие сроки, какое количество имеет возможность это сделать, каким образом те люди, которые, не сразу поедут, а через год поедут, каким образом их историческая родина будет заботиться о них в это время, какие-то программы создавать, обучение, как раз о том, о чем говорили, языку, традициям, поддержке каких-то гуманитарных программ и проектов, адаптационные программы за рубежом, которые направлены за рубеж.
Я думаю, что вот этот вопрос тоже можно ставить. И надо сказать, что этот процесс не только мягче, но надо говорить, что наше все-таки правительство достаточно прагматично всегда было, но это дешевле. Это просто-напросто и дешевле, чем одним махом взять и попытаться проблему решить в экстремальной ситуации. И ну еще раз подчеркиваю, сейчас катастрофического положения нет, но это повод задуматься о будущем, повод задуматься о том, каким образом вот эту программу, эту дорожную карту взаимодействия с нашими соотечественниками за рубежом выстраивать и создавать условия для того, что если они желают, они могут переехать на историческую родину. Если они не желают, то можно выстроить некую систему культурных, гуманитарных связей с ними, для того, чтобы, с одной стороны, они ощущали свою заботу о себе со стороны исторической родины, а с другой стороны, мы имели там союзников на будущее, с которыми можно развивать не только гуманитарные, но и экономические и прочие связи.